Всем привет, я Монстровед! И сегодня я буду рисовать дракона, который является среднее звено между очень сильными и популярными драконами. Первый дракон – это дракон с прикольными бровями. Великий Смутьян. Второй дракон имеет пулеметный залп. Вопль смерти. И звать этого дракона будут Смертельный Смутьян. Сокращение очень классное – СС. И, как всегда, сначала расскажу про его фишки на теле, а уже потом про его место обитания и так далее. Поехали! Ну и начнем с головы. На голове расположены огромные бивни, конечно же от Смутьяна. Они ему нужны для боя за самку между самцами. Вообще, эти виды очень агрессивные, если кто-то зайдет на его территорию. Земля этих драконов поделена на сравнительно ровные участки, и на каждом участке земли есть свой хозяин. Зрачки его голубого цвета, а шипы заменили рога, как у Смутьяна. Весь дракон очень похож на вопля смерти. Есть только отличительные признаки, с помощью которых можно различить присутствие вожака драконов. Ну а зубы остались такими же устрашающими, как были и раньше. Теперь крылья. Они от великого Смутьяна. Выглядят как перепонки и разрешают гибриду летать на небольшой высоте. И последнее – тело и хвост. Тело змеевидное, цветом морской волны. А хвост, как у Смутьяна, подготовлен для подводного плавания. Этот вид живет в воде. Когда я рассказывал про то, что он делит землю на отдельные участки, я немного ошибся. Смертельный Смутьян делит воду, а не землю, и не на участки, а на кубы. И хорошо тем видам, которые живут на поверхности, потому что там больше пищи. Вот все про его телосложение. Теперь перейдем к его образу жизни. Живет этот дракон, как я уже говорил, в воде. Битвы за самку происходят примерно в феврале, когда вода покрывается льдом во многих частях. Это нужно для того, чтобы во время битвы тот дракон, который проигрывает, не мог убежать от боя. Питаются они всем, что заплывает на их территорию. А еще у них два залпа. Первый залп – это ледяные глыбы, которые раскалывают все на своем пути, и еще к тому же выпускается с пулеметной очередью. Второй – это дым, морозный, который замораживает все, к чему прикоснется. Заставляет полностью кристаллизоваться. Даже кровь превращается в красный лед. Вокруг них постоянно стоит морозное поле, поэтому в его участке вода очень холодная, и все, что заплывает к ним, замораживается. Хищникам надо всего лишь следить, чтобы добыча не тонула на территорию соперников. Но чтобы драконам не особо стараться, не постоянно держать вокруг себя холодное поле, они выбрали удачное место для жительства в воде. Как можно ближе к полюсам. Там, где вода просто ледяная. И еще одно. Ты знал, что в фильме «Послезавтра», который построен на реальных событиях, но немножко на новый лад, заморозка произошла как раз из-за этих драконов? Гибрид резко повысил свою популяцию и стал выходить на сушу в поисках еды. Морозное поле замораживало города. На этом все. Подписывайся на канал и ставь лайки, а также подписывайся на мою страницу ВКонтакте и в Инстаграме. Всем пока!